Какой же ты, зараза, огромный! Вообще-то это не совсем шнуркель. Мы все еще тонем. Угадайте, кто из них накосячил? Очень интересное сзади решение сделать конструкцию сцены. На всякий случай. Нет резины, нет машины. Твою мать. Всем привет, друзья! Это последний Defender, который называют внедорожником 21 века, поэтому мы притащили его в Карпаты, чтобы проверить. Вместо этого он решил проверить нас и наши нервы. Но давайте обо всем по порядку. Обзоров этой машины в сети уже достаточно, но, честно говоря, ни в одном из них я не услышал ответов на все вопросы, возникшие, когда я впервые увидел его в Женеве. Правда ли, что он наполовину пластмассовый, и что со всем этим случится на бездорожье? Можно ли на оффроаде полностью довериться электронике и заменят ли жесткий кузов стальную раму? Годится ли новый DEF как машина на каждый день или для длинных путешествий? Хватает ли ему 2-литрового мотора или все-таки нужно подождать трешку? Можно ли его в принципе тюнинговать и что на самом деле придется доработать? Правда ли, что британцы с индусами таки создали электронику без глюков и кто его главные конкуренты? Сегодня мы ответим на все эти вопросы и объективно покажем как величие нового DEF, так и его откровенные недоработки. Ну а чего больше и способны ли новые преимущества перекрыть новые недостатки, решать уже вам. Но перед этим традиционно предлагаю подписаться на Инфокар и включить все уведомления, если вы еще не с нами и не смотрите первыми обзоры самых интересных в мире машин. Первое, о чем я подумал, когда впервые его увидел, какой же ты, зараза, огромный. Вместе с запаской он длиннее 200-го Land Cruiser, при этом выше и даже чуточку шире. Британцы на самом деле очень долго рисовали эти, казалось бы, простые формы для того, чтобы сделать его дизайн одновременно футуристическим и долгоиграющим. Фактически эта модель должна была заменить не только предыдущее поколение Defender, но и 4-й Discovery, чьи фанаты, скажем так, не совсем поняли дизайн 5-го поколения. А главной задачей инженеров уже было совместить проходимость с повседневным комфортом, которого у прошлого DEF не было от слова совсем. А еще машина должна была влезть в экологические стандарты Европы и, что, наверное, самое сложное, отвечать требованиям по безопасности. Именно поэтому приняли решение отказаться от тяжелой и опасной рамы, а также от неразрезных мостов. Их заменили жестким алюминиевым монококом, самой крепкой на сегодня алюминиевой подвеской и пневматикой, способной поднимать кузов почти на 30 сантиметров. Как и прежде, DEF может быть длинным, как у нас, или коротким, с 3 дверьми. И, пожалуй, лишь это и легендарное имя Defender единственное общее, что есть у этой модели с одним из самых известных внедорожников в мире. Да, важно знать, что это абсолютно другая машина с другой архитектурой и совсем другой инженерной философией. К слову, это уже не первая попытка бренда Land Rover создать внедорожник на базе кроссовера, но попытка, безусловно, самая дерзкая и не исключено, что самая успешная. Сейчас давайте разберемся в деталях, потому что на самом деле это очень важно. Фактически новый DEF построен на усиленной и доработанной платформе 5-го Discovery, который, как мы с вами видели, имеет очень неплохую проходимость. В основе обеих моделей несущий алюминиевый кузов. У них очень похожее строение подвески, практически та же пневматика, та же коробка, те же двигатели и тот же принцип работы блокировок и электроники.
Да, в этом дефе больше нету жестких механических блокировок. Между осями стоит австрийская раздатка Magna Steyr со свободным дифференциалом и фрикционной муфтой для его блокировки. Аналогично устроен и задний диф, блокировки которого может вообще не быть. Это опция. С одной стороны, такие механизмы действительно работают совершеннее, меняя даже степень блокировки. Они быстрее срабатывают, они легче и тише. Но, увы, это совсем не то, чего мы ждем от настоящих внедорожников. Приблизительно то же самое стоит, например, в новом гламурном GLS. Рано или поздно все это может перегреваться, и все это быстрее изнашивается. И я бы, честно говоря, 10 раз подумал, прежде чем лезть на этой машине в серьезное болото. Блокировкой этих двух дифференциалов занимается электроника, но предусмотрен и пользовательский режим, который можно настроить с помощью сенсорного экрана. Что с одной стороны выглядит и звучит современней, но с точки зрения надежности, скорости и удобства пользования безусловно смущает. Забегая вперед, скажу, что в горах в глине дифференциалы мы перегреть так и не успели, хотя и не особо старались. А вот переход от неразрезных мостов к независимой подвеске от Discovery я лично считаю неизбежным и даже плюсом. Безусловно, это удар в плане надежности, но в то же время нужно понять, что с мостами ни о какой управляемости на асфальте, комфорте и безопасности в принципе не может быть и речи, и на самом деле в будущем им места, увы, нету. К тому же, благодаря независимой подвеске и пневматике у DEFA, как и у Discovery, есть возможность увеличивать не только угол рампы, но и реальный клиренс или, другими словами, глубину колеи. Ну и артикуляция независимой задней подвески здесь реально покруче, чем, к примеру, у стоковых Land Cruiser'ов с их мостами. К тому же баллоны позволяют лучше гасить раскачку и ненужные подпрыгивания при резком переносе веса. Машина приземляется на колесо так плавно и мягко, что кажется ей трамплины нипочем. Что не говорите, но на сегодня пневматика — это единственная возможность совмещать в одной машине оффроадную геометрию и городскую практичность. К слову, в длинном 110-м дефе пневма идет уже в базе, а в 90-м изначально стоят пружины. Конечно же, здесь сохранился пониженный ряд передач, несмотря на то, что механики больше не будет. С 4-цилиндровыми моторами, как у нас стоит 8-ступенчатый гидротрансформатор ZF 8HP70, и да, он такой же, как в Discovery. И вот я думаю, к этому моменту у вас, наверное, уже созрел правильный вопрос. А чем тогда новый Defender вообще лучше, чем семейный Discovery? И что вообще дает право маркетологам называть этот кроссовер внедорожником? На самом деле 3 вещи. Геометрия кузова, ресурс ходовой и комплектация. Кузов DEFA короче, чем у диска, в ущерб багажнику и третьему ряду, а оси сместили еще ближе к краям. В итоге здесь просто феноменальные для серийной машины углы съезда и заезда. 38 градусов спереди и 40 сзади. Чтобы вы понимали, это круче, чем у Wrangler. Больше они разве что, вы знаете. Да, для коротких свесов пришлось пожертвовать колесной базой, и она вышла за 3 метра. Но благодаря огромным колесам и пневматике угол рампы все равно великолепный – 28 градусов. Не могу поверить, но это точь-в-точь, как у коротыша Джимни в стоке. Кроме этого, здесь неплохо проработана геометрия выступающих арок и крыльев. Высоко поднята запаска, а воздухозаборники для двигателя разнесены по бокам. Несмотря на то, что здесь почти полностью алюминиевый кузов, многие уже успели окрестить этот Defender пластиковым, видимо, хотят обидеть, но, признаюсь честно, когда я увидел его впервые в Женеве, я тоже обратил внимание на вот эти вот звонкие панельки, которые там были прикреплены просто не идеально, и мне в голову не помещалось, как на брутальном внедорожнике может быть глянец, могут быть вот такие панельки, может быть серебряночка. Но на самом деле, когда вот мы увидели уже живую машину, серийную машину, то все это практически полностью развеялось. Все это выглядит достаточно брутально, монолитно, и на то есть свои причины. Во-первых, вот этот вот пластик, который, есть практически у всех внедорожников, здесь очень качественный, судя по тому, что царапины от кустов здесь минимальные. Во-вторых, что просто невероятно для меня, здесь стальные двери и стальные крылья,
которые фактически являются несущей частью кузова. То есть они жестко крепятся к алюминиевому кузову. Наверное, требования безопасности, но в то же время это большой плюс для тех, кто собирается барахтаться на этом Range Rover где-то в грязи или по камням. Все это легче рихтовать, все это легче чинить, и все это будет не так кукожиться. Некоторые элементы, как вы видите, все еще вызывают в этом плане сомнения, особенно вот эти вот панельки, которые у некоторых наших подписчиков уже начали отклеиваться, отпадать, но, возможно, это особая фишка версии First Edition, которую должны скоро поправить. Я надеюсь. Что касается ресурсов, инженеры говорят, что здесь усилено практически все, начиная от кузова и подвески и заканчивая петлями в дверях и шлангами под капотом. Рычаги подвески действительно выглядят мощно, и при езде по нашим худшим дорогам подвеска реально вызывает восхищение даже на 20-х дисках. Энергоемкость и плавность хода просто невероятны. Пробить ее, похоже, просто невозможно. При этом достигается все это без характерного эффекта корабельной раскачки, как в Тойотах. А вот кузов, честно говоря, на неровностях не кажется таким жестким, как я представлял, слушая рассказы о его самой жесткой на кручение структуре. Иногда при вывешиваниях отказывается закрываться люк, да и весь салон начинает кряхтеть и дышать. Скрипят уплотнители дверей и пластиковые панели багажника, а это значит, что крены так и есть. Ну и Алексей Фетус будет счастлив. Клиент на бесшумку просто топ. Ну и третья комплектация. По примеру того же Wrangler, британцы предлагают уже с завода установить сюда кучу внедорожных опций и аксессуаров за доплату. Конечно же, например, здесь есть умная система преодоления брода с датчиками в зеркалах. И на самом деле о том, насколько она умная, мы сегодня еще поговорим. Сюда можно заказать лебедку, бортовой компрессор и еще кучу вот этого вот всего. Вот этот почтовый ящик стоит приблизительно как среднестатистическая машина Укрпочты, где-то на периферии, почти $1000. И давайте вместе придумаем, для чего он предназначен. Напишите в комментариях, что можно было бы туда класть. Но мы вот решили, что наиболее туда подходит динамическая стропа, которую не хотелось бы каждый раз грязную доставать из багажника. За эти бабки она могла бы входить в комплект, но мы доложили сюда свою АРБшную с комплектом шаклов. Пока не пригодилась. Но в любом случае, я думаю, что главное назначение этой штуки все-таки дизайн, потому что она выглядит не менее брутально, чем сама тачка, и отлично вписывается в экстерьер. Но, опять же, если вы собираетесь парковать машину где-нибудь на Троещине, то либо сразу оставляйте бокс открытым, либо клейте сюда наклейку, как на фуры, пусто. На самом деле очень классно придуманы вот эти подножки, которые фактически совмещают в себе роль защиты порога, ну и, собственно говоря, ступеньки, которая при поднятой пневматике не помешает даже мне. И это, наверное, единственный оригинальный аксессуар, цена которого, кажется, плюс-минус оправдана. Это где-то 30 тысяч гривен или 1200 баксов. Оригинальный багажник на крыше $1500, но это не деньги с учетом того, насколько сильно он увеличивает ЧСВ владельца этой машины вместе с ростом высоты. Но на самом деле, если без шуток, то вещь эта не лишняя, туда можно крепить бокс, потому что в 7-местном исполнении внутренний багажник так себе. Кавер запасного колеса $200. Под ним скрывается запаска на родном диске и родной резине. И вы, наверное, думаете, что это китайская фигня, но на самом деле это одна из немногих деталей в Defender, которая действительно сделана в Британии. Ну, по крайней мере, так написано, потому что сам автомобиль, как вы знаете, собирается не в Индии, а в Словакии, там же, где QCM, Touareg и Lamborghini Urus. Дополнительная камера заднего вида, мы уже видели такую на новом Evoque. Если в городе она не особо удобна из-за необходимости перефокусировать зрение с дороги на экран зеркала, то в этой машине, особенно на оффроуде, она точно не лишняя. Если будет вопрос, заказывать или нет, то обязательно заказывайте, потому что когда сзади сидит трое, когда багажник загружен и когда вы не сняли вот эту вот запаску, вы ни черта не видите в заднее окно, тем более когда дождь, когда грязь и когда вот этот вот дворник, ну скажем так, не очень справляется со своей задачей, оставляя небольшие мертвые зоны. Еще одна крутая дизайнерская деталь, вот эта наклейка с цифрой 110, выглядит потрясно, особенно сверху с дрона. И все в ней хорошо, она даже немного защищает капот, кроме цены.
$140. Но, как вы понимаете, где-нибудь на автомагии можно порешать за 20. Еще отдельная тема, вот эти накладки, которые по факту являются проблемой Defender, судя по царапинам здесь на крыле, потому что в предыдущем поколении, как вы помните, это была часть крыла с покрытием из нержавейки, по которой действительно можно было бегать всяким слонам, а сейчас это декор на крышке капота, на который не то что становиться нежелательно, его даже мыть нужно бережно. Оригинальный шноркель. Вообще-то это не совсем шнуркель. $800. И вы спросите, а зачем он нужен с такой высотой брода в 90 сантиметров? Но вы помните, когда автомобиль заскакивает в лужу даже, он может пустить волну и успеть хлебнуть немножечко двигателем. К тому же этот шноркель неплохо стилизирован под внешний вид. У него здесь вверху даже гламурная глянцевая насадочка, которую вы сорвете в первых же кустах. Но его главное преимущество в том, что он практически не шумит. Я не понимаю почему, но вот на скорости даже там 140-150 отдельно шноркеля вы не слышите. Единственная претензия к зазорам между кузовными деталями вот в этом вот месте. Дверь немножко выступает, такое ощущение, что ее уже пытались открыть ломом. Ну, в общем, подогнано все здесь так себе. И один из наших подписчиков, уже купивший такую машину с фотографиями, жаловался нам на то, что пыль проникает в салон через уплотнитель. У нас этой проблемы нету, но, видимо, она существует. Ну а сколько же стоит сам автомобиль? Итак, голая, короткая трехдверная база у нас стартует с дохлым 200-сильным мотором дизельным. 48 тысяч евро. За длинную версию с 5 дверями надо доплатить еще 6. Ну и комплектаций кроме базы 5. 3 привычные, это SSE, HSE, временная First Edition и самая топовая X-версия. Везде можно добавлять опции, ну и самым мощным 400-сильным бензиновым мотором автомобиль легко может уйти за 110 тысяч евро. Друзья, на самом деле этот Робинсон в кадре не только ради пафоса. Привет Эрику. Фактически вот эти вот два девайса, игрушки из одного набора, одного владельца, и очень часто именно вот так вот они будут стоять рядом на парковке для того, чтобы их хозяин, взрослый ребенок, вышел утром из дома и решил, каких развлечений и адреналина он хочет именно сегодня. Поэтому, как и в случае с вертолетом, пытаться оправдать цену Defender хоть какой-то логикой, по сути, бессмысленно. Это просто дорогая игрушка, ее главная задача как можно дольше оставаться любимой. И при этом не навредить малышу, но с этим, похоже, есть проблемы. Но если говорить о минимально неплохих комплектациях, хотя бы с 240-сильным дизелем, как у нас, с пневматикой, с задним дифференциалом активным и с камерами по кругу, то, в принципе, можно влезть в 60-65 тысяч евро. Наш автомобиль со всеми допами стоит целых 85, и хочу сказать, что внутри там далеко не люкс. Скоро увидите. Так вот, по цене в линейке Land Rover Defender на сегодня немного дешевле, чем Range Rover Sport и 5-й Discovery за счет более простого салона, хотя и в принципе почти в 2 раза дороже, чем старый Defender. Ну и опять же, он вполне сравним по деньгам с 200-м Land Cruiser на сегодняшний день и существенно дороже, чем Prado или Wrangler. Сейчас для заказа доступны пока только 4 варианта мотора, но уже есть информация, что в следующем году станет доступен новый рядный 3-литровый дизель. Если планируете ездить на оффроад и путешествовать, то не стоит смотреть бензин. Да и вообще, в моем понимании, мощные бензиновые турбомоторы как-то слишком сильно диссонируют с философией этой модели. Но не создана она для того, чтобы рвано наваливать. Вопрос. Хватает ли ему 2 литров и 240 сил, как у нас? Забегая вперед, скажу, что в городе мне их с натяжкой, но хватает. На бездорожье аналогично, а вот на трассе не хватает прямо очень сильно. То есть 200 сил вообще не рекомендую. А вот 240, в принципе, можно брать. Стоит ли ждать 3-литровый дизель? Я думаю, да, и недостаток мощности это не единственная причина подождать, но об этом немножечко попозже. И, кстати, в нашем 240-сильном обещали разгон за 9,1 секунду. Перемерили прибором.
Получилось 9,5 литров. Цифра, конечно, не очень, но по ощущениям, в принципе, пойдет. Ну и что касается расхода, то чудес, увы, не бывает. Все предсказуемо. 2,5-тонный чемодан в городе жрет где-то 10-11 литров. И что интересно, на трассе Киев-Львов получилось у нас не меньше, со скоростью до 140. Кстати, заправлялись мы пульсом на око. И вообще я в последнее время на них подсел из-за темы ОКП. Поставил в телефон приложение, привязал дисконтную карточку, кредитку и плачу прямо не выходя из машины. Деньги снимают с кредитки через Apple Pay. Баллы насчитывает, скидки дает. Если нужен полный бак, плачу с запасом, а сдача возвращается почти сразу же обратно на карту. То есть фактически из машины в карантин выходить вообще не нужно и даже пистолет трогать не придется. Плюс экономишь кучу времени. Недавно они добавили еще и функцию заказа еды и воды прямо в машину из приложения. Но эту штуку пока настраивают, и кассиры не всегда видят заказ. Приходится ходить самому. Когда заработает идеально, обязательно расскажу. И да, друзья, это была проплаченная реклама, но именно после съемки я на все это и подсел. Хотя раньше вроде как слышал, но лень было поставить приложение, оказывается, зря. Можете себе прямо сейчас поставить, ссылочка будет в описании. Go wild when I pull up. They all on me like they want some. Think I got what you need, well I have none. Hop off, you're a freak and I'm handsome. Slide up in the club like 2 chains. This snake is on top of the food chain. Stand out like a star, no new name. Дизайнерам и архитекторам, которые все вот это вот создали, честь и хвала. Поработали с душой. Отличный современный микс брутальности, аскетизма и цифровых технологий. Все выглядит крепко и очень атмосферно, под стать внешности и абсолютно соответствует моим представлениям об этом классе. Но после дизайнеров за работу взялись технологи, конструкторы, сборщики и программисты. Угадайте, кто из них накосячил, и напишите свой вариант в комментариях, пока я не открыл эту тайну. Салон проектировался для путешествий и даже экспедиций, как говорят маркетологи. Он продуман для большой современной компании с кучей хлама и девайсов. Это вам не джим, не для аскетов с одной зарядкой на 4. Здесь в общей сложности 12 розеток на 7 пассажиров и куча всяких ниш и полочек, которые действительно проработаны и отделаны с душой, без экономии на мелочах. Несмотря на отсутствие рамы, пол здесь все равно достаточно высокий и подножки точно не помешают. Но посадка по высоте удобная за счет очень высокого кузова. Посмотрите, здесь толстенный усиленный потолок для более безопасного спуска с горы кувырком или для перевозки до 300 килограммов груза на крыше. Но тем не менее запас над головой все еще остается. И еще можно поднимать кресло даже с моим ростом, чтобы улучшить обзорность. В городе ты сидишь реально выше всех. Ну, по крайней мере, точно выше владельцев ленд-крузеров. И похоже, это первый автомобиль, в котором я встретил возможность поднимать пневматику в самый верх при повседневной езде. Это как спойлер в Панамере. Когда стоишь в пробке и тебе скучно, то можно нажать кнопочку и напомнить всем окружающим, что ты едешь на настоящем спорткаре, ну или на внедорожнике в данном случае. При этом подвеска не опускается до скорости 80 км в час, а в случае с новыми камерами контроля в Киеве буквально никогда. При этом лифт поднимает автомобиль очень быстро, а когда опускает, то, так знаете, приятно сопит компрессором где-то там в багажнике. Как вы знаете, здесь вместо подлокотника может быть третье ущербное креслице, тогда салон будет шестиместным. У нас же есть третий ряд и мест всего 7. Сперва может показаться, что салон очень широкий, но на самом деле он примерно такой же, как в Прадо. Просто передние кресла сместили ближе к дверям, что на оффроде безусловно удобнее. Когда видишь везде вот эту вот резину и пластик, то прямо сразу же хочется помыть все со шланга, но, увы, нельзя, это просто декор. Хотя сама резина действительно удобная и практичная, пластик где нужно мягкий. И, в общем-то, по материалам здесь все очень неплохо. Единственное, мне очень не нравится вот этот вот материал. Он тоже типа как с претензией на практичность, но на практике на нем постоянно оказываются какие-то пятна, которые все время хочется вытереть. В дорогих версиях здесь будет кожзам, и, по-моему, он в разы практичнее. Ну и дерево, конечно, выглядит сильно добротнее. В нашей версии на креслах есть еще вот такие вот вставки из какой-то брезентухи.
Стильно? Да. Практично? Точно нет, потому что, опять же, ее придется чаще возить на химчистку, чем даже кожу из-за вот этих вот каких-то странно появляющихся везде пятен просто от капель дождя. Ну и, в принципе, вы знаете, увы, здесь нету ощущения люкса. Возможно, его и не пытались добиться, но да, есть ощущение определенной долговечности. Хотя, конечно, я допускаю, что оно может быть обманчивым. Хотя на самом деле салон собран очень даже неплохо. Если только не считать того, что ни одна из 4 карт не прикручена этими винтиками ровно. А перекрутить аккуратнее, увы, у вас не получится. Почему? Наверное, потому что крутили в Словакии шуруповертами, я так понимаю, от души. И вы знаете, у меня есть один такой друг, перфекционист Евгений. Так вот, он, глядя на эти смещенные болтики, бы точно рано или поздно застрелился из своего Ерехо. Реально крутая тема пластиковый пол. Да, здесь, конечно, есть щели и топить его нельзя, но вытереть мокрой тряпкой запросто. Центральный подлокотник можно откинуть назад и получить кормушку для задних пассажиров. Просто гениальное решение с кнопками на руле. Сначала я подумал, что все это сенсоры, думаю, фу, гадость. А потом оказалось, что фактически вот это вот все одна цельная хард-кнопка. Она клацает, а на ней есть сенсоры. И в зависимости от того, до какой части вы дотрагиваетесь, срабатывает та или иная функция после клацания по кнопке. При этом функции, смотрите, подсвечиваются, да, когда они активны. Есть индикатор, и здесь даже меняются, в общем-то, значение кнопок, что выглядит почти так же в других моделях Land Rover, ну, в частности, в Range Rover, но не так удобно реализовано. Соответственно, здесь все приятно нажимать, и все это приятно взять и вытереть мокрой тряпкой после оффроада. И все было бы вообще супер, если бы не одно но. После нажатия на кнопку сигнал отправляется по спутниковому интернету в Лондон. Там его переводят на хинди, отправляют в Дели. Потом получают ответ из Дели, переводят на понятный Land Rover язык и отправляют экрану борткомпьютера. Ну, по крайней мере, я не могу придумать другую причину, почему это все работает так медленно. Посмотрите. Когда инженеры Land Rover пообещали установить в Defender абсолютно новую, супербыструю, безотказную мультимедию и электронику, то настоящие фанаты бренда Land Rover напряглись и распереживались. Но, ребята, выдыхайте. Все нормально, пронесло, не подвели. Программисты Land Rover сумели превзойти самих себя и установили сюда самый глючный интерфейс в нашей Солнечной системе. Как всегда, первые и самые лояльные клиенты Land Rover выиграли возможность бесплатно стать тестировщиками бета-версии программного обеспечения. Вот серьезно, друзья, я начал тестировать машины, по-моему, где-то лет 9 назад, но реально это самая глючная и самая недоделанная мультимедийка, которую я вообще когда-либо видел. И знаете, если бы у нас была какая-нибудь ежегодная антипремия, типа какой-нибудь золотой Check Engine, то ее бы без сомнений получил бы этот Defender First Edition. Локализация здесь как у китайской игрушки с AliExpress. Переводили, судя по всему, студенты на аутсорсе или вообще Google переводчик. Рулевое управление тяжелое, средний, светлое. Азимут на украинский язык перевели как «підшипник». Важная информация о работе дифференциалов. Примечание. Повышение трения дифференциала может. Ну и так, в принципе, по всему меню. Постоянно что-то отпадает, отключается. Вырубаются подсказки навигации. Полностью отключаются камеры. Отпадают телефоны по Bluetooth. Звук то включается, то выключается. Приборка иногда начинает мигать при выборе радиостанции. Камеры кругового обзора, как я сказал, то есть в меню, то их вообще нету. В меню есть куча тупиков, когда заходишь в какой-то пункт и выйти вообще не можешь. Экран иногда вырубается и нужно глушить мотор. На всякий случай, чтобы вы поняли. Соответственно, ни террейн-респонсы, ни климат нормально нельзя использовать. Ну вот ничего, просто ничего нельзя использовать. Что надо сделать? Поставить на паркинг, выключить двигатель, завести заново,
Ничего. План Б. Поставить на паркинг, выключить двигатель, закрыть машину, подождать 15 минут. Это тоже не факт, что поможет. Потом мы идем к клеммам. И это все при том, что на вот этот вот экран уже вынесли, к примеру, настройки блокировок дифференциалов, которые на оффроуде на самом деле жизненно важны. И вот когда тебе нужно до чего-то здесь докопаться, например, включить датчики брода, посмотреть глубину, включить камеру, заблокировать дифференциал, именно в этот момент все здесь начинает мигать, гаснуть, зависать, тормозить, тупить. Но вообще самый хит, наверное, это вот выбор внедорожных режимов. Помните, раньше была отдельная шайба, но сейчас они сэкономили место на приборке. И для того, чтобы выбрать режим, нужно сначала нажать вот эту кнопочку, а потом крутить колесико климата. Ну и посмотрите, как на вот это вот все реагирует экран. Но разве можно так что-то выбрать? Да, я понимаю, что это всего лишь программный код, и что рано или поздно его, конечно же, пофиксят, а клиенты вообще смогут это самостоятельно обновить по Wi-Fi, как в Тесле. Но мне бы на месте британцев было бы реально стыдно запускать в серию такой автомобиль и выдавать его клиентам. Мне стыдно и за них, и за людей, которые при таком неуважении платят за это такие бабки. Называется «Испанский стыд». Отличная графика, отличная прорисовка меню, шрифты, суперское разрешение, суперская яркость дисплеев, но при этом скорость работы как на первых Nokia. Нету отклика на нажатие, как в Porsche, который просто необходим на бездорожье. Пожалуйста, скажите, что это конкретно наш автомобиль какой-то вот не такой, или что вот это вот все предсерийный прототип. Но нет, это серийная тачка из салона. CarPlay тоже не подвезли, нужно активировать в гаражах. Короче, программисты Land Rover. Золотой чек-энджин ваш, от всей души. Небольшое уточнение, справедливости ради, когда мы уже отдавали автомобиль, то появились обновления нескольких блоков, в том числе камеры и мультимедиа. На дилере нам сказали, что глюки якобы пропали. Якобы ключевое здесь слово, потому что, вы понимаете, нужно пару дней поездить, чтобы в этом убедиться. Но онлайн обновления все еще не работают, то есть клиенты не видят в автомобилях эти апдейты, нужно ехать на сервис, нужно их просить, чтобы они все это установили. Что это меняет? Ну, на самом деле, если действительно все глюки пропадут, в чем я сомневаюсь, и если не появится новых, то это уже на самом деле неплохо. Но за душевные терзания первых клиентов все еще обидно. На втором ряду место с большим запасами по ногам и над головой, даже с моим ростом. Здесь куча зарядок, есть еще в спинках, есть крепление для айпада, вешалок, не знаю чего еще. И моя любимая штука — отдельная зона климата. У нас в комплектации значится трехзонный климат, то есть отдельная одна зона на второй ряд. Тем не менее, крутилки здесь две с температурой, они дублируют друг друга. В принципе, они могли бы запускать еще подогрев сидений, но в First Edition его нету. Возможно, предусмотрен и четырехзонный климат, даже скорее всего, потому что здесь есть неработающая кнопка Sync. Но больше всего мне нравится другая фишка. Когда вы здесь регулируете степень обдува, то фактически вы регулируете степень обдува вот там вот впереди. И или это очередной баг, или просто здесь один вентилятор на два ряда. Я не знаю, нормально это или нет, но всю дорогу Антоха меня троллил. Крутил здесь тихонечко вот эту вот крутилочку, а я просто сходил с ума, думая, что у меня глючит климат. Короче, фишка называется «Как скуровить батю». В нашей машине есть опциональный третий ряд, то есть второй ряд при желании можно двигать вперед-назад. Конечно же, его можно складывать вместе со спинками третьего ряда, но нужно тут заметить, что сам этот третий ряд весьма условный, он намного меньше, чем в том же Discovery. То есть фактически это формула 5+2, очень маленький неудобный проем и мало места сзади. Даже вот по ширине мне сюда пролезть проблемно. Но дети, я думаю, при большой необходимости поместятся. Будут, конечно, ныть, что им неудобно здесь. Из развлечений я нашел еще две розетки. То есть фактически их здесь на самом деле 14 на 7 пассажиров. Детей можно будет сверху привалить каким-то багажом, потому что в таком исполнении сзади там места особо не остается. Блять, надо добавить звук этой пробки.
Дверь здесь тоже стальная и, кажется, очень тяжелая. Видимо, пневмоупор слабоват. Очень мощные петли. Ну и вот этот вот писюн уже внутри, на самом деле, очень прикольно. Особенно вот это вот покрытие спинок из жесткой резины. Я даже попробовал ее немножко порезать ножом. В общем, хрен там. Вот таким вот образом мы складываем третий ряд. Получаем, конечно же, не очень большой багажник в 7-местной версии. В 5-местной он будет побольше. Под фальшполом здесь у нас фактически только домкрат и вот такая вот большущая проушина профессиональная. Проблема в том, что она здесь только одна, а на оффроуде не помешало бы иметь 2-3, наверное, как минимум. Здесь есть еще одна розетка и, что, наверное, самое крутое, розетка на 220 вольт. Отдельный климат для третьей зоны. И посмотрите, как, скажем, с душой, да, оформлены подстаканники. Есть вот такая вот резиночка для чашки. Если ее вытащить, то можно ставить бутылку. В общем, внимание к мелочам, оно заметно даже в багажнике. И сейчас вам покажу сеточку. Вернее, это не сетка, а полка, правильно сказать. Просто вот так она реализована из ткани. Не все сразу поймут, но мне кажется, это удобным. Цеплять, конечно, чуть дольше, чем раскручивать стандартный ролет, но с другой стороны, если она не нужна, то ее можно в любой момент скрутить, она не занимает много места, ее не нужно оставлять в гараже. Ну и, в общем-то, свои задачи она выполняет. Кнопочка опускания, поднимания пневматики, открывание фаркопа. Отдельно есть включение света в прицепе, потому что фаркоп здесь с подключением правильный. Ну и знаете, в общем, впечатление от салона, если не брать во внимание мультимедийку, если поверить, что никто не хотел нас обидеть и что рано или поздно ее исправят, так вот, впечатление на самом деле очень положительное. Материалы, качество сборки, дизайн, харизма есть своя, это тоже очень важно. И вот эти вот все удобности, все это внимание к мелочам, оно действительно вдохновляет и как бы провоцирует быстрее прыгнуть сюда и поехать куда-нибудь далеко. Причем не обязательно на оффроуд, потому что, например, у меня этот автомобиль больше ассоциируется в принципе с путешествиями, чем с охотой и рыбалкой. И именно по этой причине, как только мы его взяли, мы решили, что мы точно снова едем в Карпаты, несмотря на то, что мы буквально недавно еле-еле оттуда вернулись на Lexus CLC. И, кстати, если интересно, что это вообще за машина, с чем ее едят и каким образом нам таки удалось выбраться из Карпат, то ссылочка на тест будет в описании к видео. Но с этой же машиной, с этим трактором должно быть все намного проще, правда? That's just the case. But then I come, I look around. Of you, there's not a trace. It ain't enough for me to spend my time and care. If you're just gonna love me from way back over there, so step it up, step it up, step it up, baby, you'll be gone. В общем, съездили неплохо и даже весело. Итак, какие выводы? Во-первых, по ощущениям, это вообще не внедорожник в хорошем смысле, но в то же время и не кроссовер. Ведет он себя на трассе сильно лучше, чем Prado, чуть лучше, чем 200-ка на пневматике, но в то же время, конечно же, хуже, чем GLE или X5. Он изо всех сил пытается держать ровную траекторию на скорости даже где-то 150-160 км в час, но в то же время чудес не бывает, и форма кузова дает о себе знать. Где-то после 120-130 он уже чуть парусит на ветру, и после 130 становится, ну, очень шумно, прям неприятно шумно. И, как я уже говорил, дело вовсе не в шноркеле, его отдельно не слышно. Высокий центр тяжести, мягкая подвеска, не острый руль. Маневрировать уверенно можно, ну, где-то максимум до 150, а потом реально уже стрёмно. Хотя, благодаря длинной колесной базе, при вилянии, даже несмотря на такие серьезные пугающие крены, его абсолютно не сносит, и он действительно крепко держится за асфальт. Как я уже говорил, 240 сил на трассе не хватает. После 110 динамика, конечно, такая вяленькая, обгонять не очень приятно. И, в принципе, до своей максималки в 180 он догребает уже с большим трудом.
ходов. Но опять же, если воспринимать его именно как внедорожник, то поездка просто роскошная, потому что ради каких-то своих дальних покатушек на джимне мы по сравнению с этим вообще страдаем всю дорогу. Единственное, что могло быть сильно лучше, это кресло второго ряда. Из нас троих никому не зашли. Какие-то совсем не рельефные, не обнимают, а как будто выталкивают. В 150-м, правда, сзади удобнее, но вот правда. Не исключено, что в пятиместной машине ситуация поменяется, потому что там немножко другое строение дивана, он по-другому складывается. И еще хочу сказать, что вот эти вот хваленые окошки для наблюдения за жирафами абсолютно не годятся для пассажиров второго ряда, потому что смещены назад. Это больше для детей на третьем, как аргумент, почему они должны туда залезть. Ну и вишенка на торте, матричные адаптивные фары, светят далеко, освещают обочину, вырезают встречный транспорт и очень-очень яркие. Вообще, это до вчера еще несбыточная мечта любого оффроудера. Вопрос, можно ли брать этот автомобиль как повседневную, единственную машину для города, если по назначению ты ее используешь там не чаще, чем 1-2 раза в год? С одной стороны, почему нет? Она во всем удобнее той же 200-ки или LX. На них же люди ездят, и некоторые даже говорят, что кайфуют. Она относительно экономичная, здесь доступны все системы безопасности, она прямо очень комфортная на плохой дороге, на ямах, если еще и 19-е диски взять, а не 20-е, как у нас. В комплектации есть практически все, что нужно, кроме разве что массажа и топовой музыки. Ну и да, шумку нужно докидывать. Что немаловажно, в городе она выглядит достаточно органично и внушительно. Я бы даже сказал, знаете, презентабельнее и уважаемее, чем Toyota и Lexus с определенным имиджем их владельцев. Но да, это до тех пор, пока водители дефов не попытаются соответствовать и не начнут парковаться на тротуарах или объезжать пробку по газонам. Но, с другой стороны, если по назначению ее почти не использовать, то для города есть и более удобные кроссоверы. По сравнению с Range Rover Sport, GLE, X5 или Q7, Defender слегка громоздкий и неповоротливый со своей 3-метровой базой. Диаметр разворота, чтобы вы понимали, больше 13 метров. Это почти как у Тундры и даже на метр больше, чем у 200-ки. Обзорность на самом деле тоже так себе. Маленькое окно сзади, запаска. Вот эта вот камера, увы, не в счет, потому что пользоваться ей действительно неудобно. Ну и узковатые боковые зеркала. Камеры 3D-обзора сами по себе очень качественные, но картинка мелкая. Экраны и так узкие по высоте, так еще и полосу внизу добавили эти горе-дизайнеры. Ну и в принципе DEF слегка неуклюжий в плотном потоке. Тот же Range Rover Sport сильно драйвовый. Здесь очень сильно задемпфирован газ. Вот посмотрите, нажимаю, едем. Переключаемся в спорт-режим коробки. Нажимаю, едем. Реально очень долго и правда подбешивает. У подвески, что интересно, нет условного спорт-режима, чтобы она прям зажалась и присела. И крена в трафике мне лично как-то многовато. Кстати, по ощущениям он чем-то похож на новый гелик. Ну и тормоза. Со 100 км в час он останавливается как-то слишком долго. Для городского кроссовера это как-то много, а вот для внедорожника в принципе неплохо. Итак, за настоящим оффроудом мы отправились в горы. И традиционно за компанию взяли с собой один маленький, но эталонный внедорожник. Ну и первым делом нашли себе неплохой брод, чтобы глянуть, как в реальности работают эти датчики глубины. Честно говоря, после Сильверадо на Сильверах лезть в воду было слегка стремновато из-за илистого дна, ведь приехали мы на шоссейной резине. На всякий случай. Заявлено 90 сантиметров в поднятом режиме. При этом, смотрите, в режиме брод нету жесткой блокировки. Оказалось, конечно, что здесь не очень глубоко, но хотелось бы увидеть точно. Здесь есть датчики, максимальный брод 90 сантиметров. По-моему, здесь было сантиметров 50 максимум.
электроника пытается там угадать, что там на дне и как-то корректно ехать. В принципе, получается, потому что, если вы видели, Silverado пробуксовывал. Так, ну и что у нас тут? А где глубина брода? Ну вот показывает по ступице, да? Ну то есть она, получается, не пишет глубину пока что, но показывает уровень. Ну, где дальше? Где наш брод? О, заехали. Слишком просто. Литров, наверное, 100 сбрасывает, потом где-то под днищем они там прячутся. И что самое интересное, Land Rover это Land Rover, поэтому брод все еще с нами, мы все еще тонем на глубине где-то 60 сантиметров. Наверное, нужно выключить машину и подождать 15 минут. Следующей, казалось бы, несложной целью было подняться на гору высокий верх и поснимать красивые виды с дрона. Но кое-что мы не учли. Прошедшие недавно дожди превратили горную дорогу в сложное и без преувеличения очень опасное испытание. Крутой подъем, скользкая глина и тяжеленный Defender на всесезонке. Сперва все это нам показалось веселым челленджем, да и Джимни на своих BF Goodrich задавал темпы и провоцировал не сдаваться. Конечно же, снижение давления в шинах хотя бы до 2 атмосфер серьезно бы изменило ситуацию, но в тот момент худшим исходом мне казалось порезать шины или разбортировать колеса, и я принял весьма сомнительное решение не рисковать покрышками и попытаться проскочить на фактически перекачанных шинах. Давление было около 3 атмосфер. С другой стороны, это тоже был своего рода челлендж и интересное испытание для хваленых настроек электроники. Но, честно говоря, вместе с ростом градуса подъема идея нравилась мне все меньше и меньше. Играя настройками электроники, Defender на своей всесезонке изо всех сил старался не отставать от Джимни на его АТшке. Но вектор движения в буксе все чаще стал пугающе отклоняться от цели, и несколько раз я уже собирался сдаться и не рисковать. Я сдаюсь. Причина. Я не хочу порвать 4 колеса здесь. В принципе, он едет в натяжку, но если риск улететь в колею, в общем, нет резины, нет машины. Но заветный перевал был уже так близок и так заманчив, что мы продолжали ползти вверх. Нужно признать, что несмотря на наклоны и плохое сцепление, мотора на понижайке хватало с головой, чтобы без срыва трогаться в горку. А самые сложные участки мы проходили в буксе, очищая резину от глины и докапываясь до твердого грунта. При этом, несмотря на нагрузку, за час подъема мы не перегрели ни блокировки, ни коробку. Ну или, по крайней мере, мы об этом не узнали. Джимми же все это время ехал вообще налегке, и, казалось, ничего не может его остановить. Но нет. В общем, Джим не выдержал BF Goodrich. Ну, только, ну вот, блядь, у Джимни хотя бы есть запаска, его хотя бы не надо, его можно руками подтянуть. Представляешь, что если у нас будет с колесом? Или если 2 колеса? Конечно же, эта ситуация еще больше усилила страх возвращаться обратно на дисках, и к тому же последние 30 метров были, наверное, самыми крутыми и скользкими, но в тот момент азарта нам добавила компания малолеток, которые на УАЗе, на хорошей резине буквально взлетели вверх по склону, как ни в чем не бывало. Из-за риска скольжения мы решили подниматься по очереди. Первым, как фаворит, пошел Джимни, но почти сразу же уперся в предел своих возможностей. Даже АТшная резина в конце концов забилась, а небольшого мотора уже не хватало на то, чтобы набрать разгон или дорыться до камней. Но право использовать лебедку никто не отменял. Трос, правда, пришлось удлинять стропой, а нехватку последних 10 сантиметров фактически восполнили 2 дополнительными лошадиными силами.
И спустя каких-то полчаса Сузуки благополучно забрался на вершину и занял удобное положение, чтобы в случае необходимости поддернуть своим варном Defender. И вот сейчас, вспоминая тот момент, я думаю, ну почему мы сразу не зацепили лебедку для страховки и почему до последнего пытались доказать, что Деф может сам? Наверное, потому что физически он действительно мог. Это было заметно потому, как легко ему удалось преодолеть то место, где недавно стал Джин. Но когда до финиша оставалось каких-то 10 метров, что-то пошло не так. Важно отметить, что тогда я ехал в режиме грязь-колея, потому что посчитал его самым подходящим. Ну и, конечно же, по такому наклону мы ехали на понижайке. Удерживая газ в полу, я доверился электронике, которая, судя по всему, отлично понимала свою задачу и позволяла перебирать с оборотами, тем самым очищая резину и докапываясь до камней под глиной. Машина медленно, но уверенно двигалась вверх и, казалось, не собирается останавливаться. Но вдруг обороты двигателя начали резко падать. Причина этого до сих пор не ясна. То ли мы перегрели коробку, то ли электроника решила, что уже хватит. Автомобиль замер на месте, и понимая, что потеряв динамику, он дальше не поедет, я отпустил газ и резко перенес ногу на тормоз, по привычке втопив его в пол, собираясь переключиться на заднюю передачу и, соответственно, безопасно спуститься на понижайке, чтобы попробовать снова. На видео хорошо видно, как загораются стопы и все еще слегка буксующие колеса замирают. Автомобиль буквально на полсекунды останавливается и не движется, судя по всему, достаточно зацепившись за грунт, а потом резко проваливается вниз, просто бросив тормоза. Думаю, что у тех, кто хоть приблизительно понимает, что такое срыв задним ходом с горы, уже побежали мурашки по коже, ведь там сзади был еще и поворот и обрыв, и на самом деле очень жаль, что камеры плохо передают наклон горы и атмосферу. Проехав около метра, электроника одумалась и начала пытаться затормозить, но было уже поздно. Набранная скорость, простая всесезонка, мокрый грунт. Автомобиль, ускоряясь, покатился вниз в сторону обрыва, а окружающие даже не успели понять, что происходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас меня все спрашивают, почему в тот момент я посигналил, а я на самом деле хотел этим сказать что-то типа «пацаны, пока», потому что в тот момент я реально думал, что уже хана. Нас с машиной спасла глубокая колея и понимание того, что любой ценой нужно удержать направление движения, а только потом пробовать остановиться. Так я и сделал. Первые 30 метров я пытался изо всех сил удерживать ровную траекторию для того, чтобы не перевернуть автомобиль, а потом, когда угол наклона немножко снизился и автомобиль начал замедляться, я перенаправил его в соседнюю, более глубокую колею и все-таки остановил. Да, это, наверное, были самые длинные 7 секунд в моей жизни, но теперь главный вопрос. А что это было? После изучения видео с 3 разных камер мы пришли к выводу, что электроника могла ошибочно воспринять остановку на склоне как блокировку колес и для сохранения вектора движения приняла, как ей показалось, единственное верное решение – разблокировала тормозные диски. То есть сделала совсем не то, что от нее ожидаешь. Судя по всему, это недоработка алгоритмов системы. Или банальная ошибка в программном обеспечении, которая, возможно, никогда бы не появилась на ровной дороге или если бы у нас стояли более зубастые шины, но в такой нестандартной и неудачной ситуации могла стоить нам жизни. Конечно же, мы предоставили эти материалы для изучения представителям завода и, несмотря на просьбу не спешить афишировать эту ситуацию, все-таки решили придать ее огласке с одной главной целью – призвать владельцев новых дефов не повторять нашу ошибку и предостеречь от использования этих автомобилей в экстремально опасных ситуациях, как мы тогда. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока мы не получим вразумительный ответ от завода, которым, конечно же, сразу же поделимся с вами. И когда бы это ни произошло, чем бы это ни закончилось, в описании к этому видео мы будем информировать вас о ходе дела. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе. Ну и, как вы поняли, эта ситуация красочно ответила на вопрос, который мы ставили в самом начале обзора и который уже давно обсуждается в профессиональных кругах. Можно ли доверять сверхсложной электронике на настоящем оффроуде, когда худшим исходом может быть не поиск трактора, а ваша жизнь? Ну все, я вроде чуть-чуть высох и уже отпускаю тормоз, он едет сам на помощнике при спуске, но снова
начать ему доверять, честно говоря, сложновато. Ну вот, сейчас убрал ногу. Работает. Но может выключиться. По возвращению в Киев мы, как и обещали, первым делом отправились к нашим друзьям и партнерам по оффроуд-тюнингу в 4х4 центр, чтобы выяснить, нужны ли и, в принципе, возможны ли доработки и тюнинг Defender. В частности, нужна ли ему дополнительная защита и можно ли доустановить сюда лебедку, без которой, как вы видели на оффроуде, бывает очень сложно. Если помните, именно здесь мы дорабатывали свой зеленый Джим. Хотя процесс еще не закончен, на канале уже есть отдельные выпуски об установке блокировок, мощной защиты и не только. Это не совсем шнуркель. Сам производитель не гарантирует влагозащищенности. То есть глубина брода остается такая же, 90 сантиметров. Так а зачем он нужен такой? В общем-то, с этого уровня будет более чистый воздух поступать в мотор. Без пыли, песка. Вот где прячется тот крюк, который мы не смогли найти перед бродом. И выглядит он, безусловно, круто. Посередине расположен, мощный. Но вы понимаете, если вы где-то застряли, нужно будет еще иметь акваланг, нырять, выкручивать эти 4 винта, снимать панель. Либо знать об этом и делать заранее. По защите очень неплохое грамотное решение. Алюминиевая пластина 4 мм толщиной. Лежит полностью на подрамнике. На передней части и задней части подрамника. Вот. Сохраняет очень хорошо клиренс, потому что лежит по максимально прижато к кузову автомобиля. Очень интересное сзади решение сделать конструкцию с сэндвичем, чтобы совместить внутренний и наружный лист с защитой от грязи. По защите заднего дифференциала тут как бы двояко, есть ли в ней смысл, так как точка верхняя находится в принципе на уровне защиты с самого низа, ну и опорных точек, на которые можно крепить защиту, чтобы при ударе не повредить конструкцию автомобиля, очень мало. Решение по выводу разъема, ну, как бы очень спорное. Уже видим, что порвался защитный кожух, ну и задеть и оборвать провода на контакт не составит большого труда. По тормозной системе видим достаточно спорное решение. Это удивляет, как производитель для автомобиля снаряженной массой 2 тонны 300 килограмм придумал ставить двухпоршневую систему, да, скобой прижимать с другой стороны колодки к тормозному диску. Это очень неэффективно. Даже на японцах, там, у Toyota обычно 4 поршня, как минимум на один тормозной диск. Касаемо лебедки. Производителям предусмотрено достаточное количество места для того, чтобы поставить даже максимально большую лебедку, мощную для этой машины. Сложностей в установке нету никаких. Родной усилитель мы меняем на кастомный, скажем так. Мы делаем, изготавливаем площадку и крепим ее на лонжероны. Так вот это практически то же самое, что стоит на заводе. Я думаю, да. Вес какой у нее максимальный тянется? С синтетикой около 30. Не, я имею в виду, сколько она может Тянет 5400. То есть как раз с запасом, да? Да, достаточно. По деньгам. Около 2500 долларов. А поставить и кронштейн? Еще порядок около 10-12 тысяч гривен. Я думаю, это будет чуть-чуть дешевле, чем оригинальный. Да, однозначно. Фух, реально сложный был тест. Очень большие ожидания от машины. В итоге в чем-то щенячий восторг, а в чем-то наоборот разочарование. Станет ли этот Defender вездеходом будущего? Не исключено. Является ли он на сегодня классическим внедорожником? Уже точно нет. Идея была в том, чтобы создать самый комфортный и удобный в мире внедорожник. Но, как по мне, скорее получился самый проходимый в мире кроссовер, что в принципе само по себе уже неплохо. Но, знаете, грань между двумя этими понятиями настолько тонкая, что вы можете со мной не согласиться. И тут, знаете, вопрос уже скорее к тому, чего вы лично ждете от этого автомобиля. Если номинальной проходимости, то поверьте, Defender даже со своим несущим кузовом, электронными блокировками и всем тем, о чем мы сегодня говорили, даст фору многим зубрам этого класса. Если вам нужен комфорт и путешествие, то вам к нему. Но если вы ищете надежность и долговечность, то все-таки вам еще к японцам. А вот
чего ему реально не занимать, так это, знаете, такой честной, брутальной харизмы. И думаю, именно благодаря ей его сейчас хорошо покупают и, в общем-то, будут покупать, потому что вот этой вот харизмы здесь настолько много, что благодаря ей можно просто закрыть глаза на большинство его недостатков и все то, о чем мы сегодня говорили. Либо ослепнуть и их не замечать. Вопрос, рекомендуем ли мы этот автомобиль для покупки. Знаете, пока не исправят все глюки электроники и пока не решится вот эта вот ситуация с тормозами, я бы не спешил. Ну а там уже и 3-литровый мотор появится и будет возможность вживую посмотреть на конкурента Ford Bronco. И, кстати, мы уже готовим его тест-драйв, а может быть Bronco станет нашим новым... Ладно, не буду забегать вперед, но вы в любом случае подписывайтесь на канал, потому что, как вы помните, дальше больше. Пока!